Дорогие друзья, ваши комментарии и вопросы под моими видео часто затрагивают глубокие исторические темы. Сегодня я хочу обсудить вопрос, который вызывает много дискуссий – формирование русского языка и проблему культурной идентичности. Давайте начнем с исторических фактов. Мало кто знает, но современный русский язык имеет уникальную историю создания. Это искусственно сформированный язык, вобравший элементы украинского наречия, тюркские и угро-финские слова. Именно поэтому существует интересный феномен. Славянские народы легко понимают друг друга, а носители русского языка испытывают с этим трудности. Поворотным моментом стал 1721 год, когда Петр I инициировал масштабный проект трансформации государства. Московское царство было переименовано в Россию, начался процесс создания нового государственного языка. В этом процессе ключевую роль сыграл украинский ученый Феофан Прокопович, единственный из киевских ученых, поддавшийся на щедрые посулы Петра. Интересный факт: российская знать того времени общалась преимущественно на немецком и французском. Это неудивительно, многие происходили из европейских родов. Например, Екатерина II, урожденная Софи Фридерике Аугусте фон Анхальт-Дзербст-Дорнбург, была немкой. Рассматривая последствия культурной трансформации, мы сталкиваемся с масштабной трагедией, которая затронула не просто отдельные аспекты жизни народов, а целые пласты человеческой цивилизации. Представьте себе библиотеку Александрии, сокровищницу древних знаний, которая была безвозвратно утрачена. Теперь умножьте эту потерю в сотни раз. Именно такой масштаб культурной катастрофы произошел на территории Российской империи, а позже СССР. Культурная трансформация последних десятилетий оставила глубокий след в истории человечества. Давайте вместе проследим ее драматические последствия. Начнем с самого болезненного – исчезновения целых народностей. Более 100 уникальных культур навсегда покинули нашу планету, унеся с собой бесценные языки и традиции. Каждый утраченный язык – это неповторимый способ описания мира, особое видение реальности. Вместе с языками исчезли уникальные названия растений и животных, а также тончайшие оттенки описания природных явлений, сложнейшие системы родственных связей. Эта утрата повлекла за собой исчезновение целых систем традиционных знаний и мировоззрения. Канули в лету секреты народной медицины, веками накопленные знания о природе и ее законах. Утрачены удивительно точные методы предсказания погоды и глубокое понимание местных экосистем, которое позволяло жить в гармонии с окружающим миром. Особенно печальна потеря уникальных форм искусства и образования. Замолкли редкие музыкальные инструменты, исчезли неповторимые техники рукоделия и ремесел. Прервалась драгоценная цепь передачи знаний от поколения к поколению, утрачены особые методики воспитания детей, которые формировались на протяжении столетий. Не менее значима потеря самобытных экономических моделей. Исчезли проверенные временем формы хозяйствования, устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Разрушены традиционные торговые связи и системы справедливого распределения ресурсов, которые обеспечивали стабильность местных сообществ. И, наконец, мы столкнулись с невосполнимой утратой уникальных философских систем. Потеряны альтернативные способы понимания времени и пространства, исчезли сложные космогонические представления, навсегда утрачены самобытные этические системы и целостные картины мироздания, которые могли бы обогатить наше современное понимание мира. Эти потери не просто цифры в статистике, это невосполнимый урон для всего человечества, утрата части нашего общего культурного наследия, которое формировалось тысячелетиями. Каждый пункт из этого списка – это не просто сухая статистика или перечень потерь, это невосполнимый урон для всего человечества, потому что разнообразие
Это основа развития и адаптации. Когда мы теряем даже один язык или культуру, мы теряем уникальный способ видения мира, который мог бы помочь нам найти решение современных проблем. В своей практике коуча я постоянно сталкиваюсь с глубинными проявлениями культурной травмы. Чаще всего люди даже не осознают истинную природу своих проблем, но симптомы говорят сами за себя. Это и гнетущее ощущение пустоты, словно человек потерял свои корни, и мучительная неспособность найти свое место в современном мире. Многие страдают от внутреннего конфликта идентичности, непонятного чувства коллективной вины и глубокой духовной дезориентации. Что особенно тревожно, процесс культурной апроприации не остался в прошлом. Эта рана продолжает кровоточить и сегодня. Мы становимся свидетелями того, как с оккупированных территорий вывозятся бесценные музейные экспонаты, как беспощадно переписываются и присваиваются исторические факты. Все это – звенья одной трагической цепи культурного обесценивания. Однако в моей практике я вижу и проблески надежды. Когда люди начинают осознавать суть проблемы, в них происходят удивительные изменения. Словно пробуждается генетическая память, появляется искреннее стремление восстановить связь со своими корнями. Возникает жажда познания своей подлинной истории, не искаженной пропагандой. Формируется глубокое чувство ответственности за сохранение оставшегося культурного наследия. Но самое важное – рождается истинное понимание ценностей каждой культуры. Развивается способность критически мыслить и противостоять любым попыткам манипуляции общественным сознанием. Хочу особо подчеркнуть, осознание этих потерь не должно вести к самобичеванию. Напротив, это уникальная возможность начать процесс исцеления, восстановить историческую справедливость. Мы еще можем сохранить то, что осталось, и создать здоровый фундамент для развития общества. И самое главное, у нас есть шанс предотвратить подобные трагедии в будущем. Ведь только осознав ошибки прошлого, мы можем построить более справедливое и гармоничное будущее для всех культур и народов. Как ментор я часто говорю своим клиентам, нельзя построить здоровое будущее, отрицая боль прошлого. Только через осознание и принятие мы можем начать процесс исцеления, как на личном, так и на коллективном уровне. В конце концов, вопрос не только в том, что мы потеряли, но и в том, что мы можем сохранить и возродить. Каждый из нас несет ответственность за сохранение культурного разнообразия человечества, и каждый может внести свой вклад в этот процесс. Приглашаю вас поделиться в комментариях, как вы ощущаете связь со своими культурными корнями. Что для вас значит культурная идентичность? Какие шаги вы готовы предпринять для сохранения культурного наследия? Помните, что осознание является первым шагом к изменениям, и этот шаг мы можем сделать вместе. Позвольте поделиться более глубоким видением этой проблемы, основанным на моем многолетнем опыте работы как ментора и коуча. Давайте на минуту остановимся и задумаемся. Язык – это не просто способ общения. Это живой организм, который тысячелетиями впитывал мудрость народа, его уникальное мировосприятие, его душу. Когда умирает язык, исчезает целая вселенная смыслов, неповторимый способ видеть и чувствовать мир. Это сравнимо с тем, как если бы в огромной библиотеке человечества сгорел целый зал с уникальными книгами, которые уже никто и никогда не сможет воссоздать. Рассмотрим глубже катастрофические последствия утраты национальной идентичности. Первое, с чем мы сталкиваемся, это культурная амнезия. Речь идет не просто об утрате традиций и обычаев. Мы теряем энергетическую связь с предками, священные ритуалы, через которые передавалась мудрость поколений. Исчезают уникальные способы празднования жизненных циклов и глубинное понимание природных ритмов.
Следующий уровень потерь – это лингвистическое обеднение. В каждом исчезнувшем языке существовали слова для описания тончайших состояний души, уникальные метафоры, отражающие особое видение мира. Мы теряем способы выражения эмоций, которых просто нет в других языках, целые пласты поэтического восприятия реальности и особые формы передачи сакральных знаний. Особенно глубоко эти потери отражаются на уровне генетической памяти. Разрушается система передачи родовой мудрости, теряется связь с энергией предков. Исчезают древние методы исцеления через родовые линии, практики восстановления родовой силы и механизмы передачи коллективного опыта. С потерей языка невосполнимый урон наносится в первую очередь духовному наследию. Утрачиваются уникальные системы достижения высших состояний сознания, исчезают методы работы с тонкими энергиями. Теряются практики гармонизации с природными силами, разрушаются целостные философские системы понимания мироздания и уникальные пути духовного развития. И, наконец, мы наблюдаем глубокую социальную дезориентацию. Разрушаются естественные механизмы построения здоровых сообществ, исчезают методы мирного разрешения конфликтов, теряются системы справедливого распределения ресурсов, модели гармоничного сосуществования с природой и традиционные способы поддержки уязвимых членов общества. В моей практике я часто сталкиваюсь с последствиями этих потерь. Люди приходят с симптомами глубинной травмы, отрыва от корней, ощущение пустоты и бессмысленности, неспособность найти свое предназначение, страх перед будущим, потеря связи с внутренней мудростью, духовная дезориентация. Особенно болезненно это проявляется в тех, кто неосознанно несет карму агрессора, тех, чьи предки участвовали в уничтожении других культур. Эта непризнанная вина передается через поколения, создавая глубокие психологические и духовные проблемы. Но есть путь к исцелению. Он начинается с признания и осознания. Только приняв боль утраты, мы можем начать процесс восстановления, возрождая то, что еще можно возродить, и создавая новые формы сохранения культурного наследия для будущих поколений. Помните, каждый из нас – хранитель частички этой великой мозаики человеческой культуры. И от нас зависит, сохраним ли мы то, что еще осталось для наших детей и внуков. Важно понять, признание исторической правды – это не унижение, а шаг к исцелению. Только приняв свою истинную историю, можно начать строить здоровое будущее. Это касается не только России, но и любого общества, столкнувшегося с кризисом идентичности. Приглашаю вас к конструктивному диалогу в комментариях. Давайте вместе исследовать эту сложную тему, опираясь на факты и уважая друг друга. Как ментор и коуч, работающий с людьми каждый день, я часто сталкиваюсь с глубинными проблемами идентичности и системных травм. Сегодня хочу поговорить о культурной апроприации с точки зрения духовного развития и кармических последствий. Культурная апроприация – это не просто присвоение чужого культурного наследия. Работая с людьми, я вижу, насколько глубоко это явление травмирует коллективное, бессознательное целых народов. Когда доминирующая культура присваивает себе элементы подчиненной культуры, происходит не только материальное воровство, но и серьезное духовное преступление. Парадоксально, но наибольший духовный урон получает именно агрессор, а не жертва. Почему? Жертва всегда имеет потенциал трансформации, может осознать свою силу, способна превратить травму в ресурс, имеет право требовать восстановления справедливости, сохраняет чистую совесть и ясное понимание своей идентичности, может трансформировать роль жертвы в роль творца своей судьбы. Агрессор же попадает в кармическую ловушку, живет с тяжестью неискупленной вины,
теряет связь с собственными корнями, страдает от искаженной идентичности, передает травму следующим поколениям, накапливает негативную карму. На примере современной России мы видим, как люди, идентифицирующие себя с государством-агрессором и бездумно выполняющие его приказы, становятся носителями тяжелой кармы. Захват чужих территорий, убийства, грабежи и насилие – это не просто преступления против человечности, это тяжелейшие кармические преступления, которые будут влиять на судьбы многих поколений. В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, как эта коллективная карма проявляется на индивидуальном уровне. Чувство беспричинной вины, неспособность построить здоровые отношения, отсутствие связи с собственными корнями, проблемы с самореализацией, духовная дезориентация. Особенно тяжело тем, кто неосознанно поддерживает систему культурной апроприации. Они не просто соучаствуют в преступлении, они программируют свою карму и карму своих потомков на тяжелые испытания. Но есть и хорошая новость. Осознание – первый шаг к исцелению. Когда человек начинает понимать истинную природу происходящего, он получает шанс прервать цепь кармических повторений, восстановить связь со своими истинными корнями, начать путь духовного очищения, создать новую, здоровую идентичность, взять ответственность за свой выбор. Как коуч я призываю каждого задуматься, какую роль вы играете в этой системе, чью карму вы несете. И главное, готовы ли вы начать путь к исцелению? Помните, признание исторической правды и принятие ответственности – это не наказание, а освобождение. Только через осознание и покаяние можно прийти к истинной свободе и обретению своего подлинного пути. Приглашаю вас к диалогу в комментариях. Поделитесь своими мыслями и опытом. Вместе мы можем найти путь к исцелению и восстановлению справедливости. В завершение хочу сказать, я искренне убеждена, что от каждого из нас зависит наше общее благо. Каждая мысль, каждое действие, каждый осознанный выбор создает то самое мощное духовное поле человечества, о котором писал выдающийся украинский академик Владимир Вернадский. Он писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой, и перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества, как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера, сфера разума. Именно пробуждение коллективного сознания, о котором говорил Вернадский, сегодня важно как никогда. Каждый пробудившийся человек – это новая светлая точка в энергетическом поле Земли. И чем больше нас становится, тем ближе мы к той критической массе осознанности, которая способна преобразить мир. Помните, ваше личное пробуждение – это не просто ваш индивидуальный путь. Это вклад в общее будущее человечества. Давайте вместе создавать то светлое будущее, которого достойны мы и наши дети.